Глава 1791. Тело ледяной эссенции. Фея Юэхуа была ошеломлена, услышав это, и она также чувствовала себя довольно неловко, так как не знала, почему этот старший Хань так заинтересовался ее внучкой. Однако в нынешнем мучительном состоянии Байгоэр ничего хуже с ней уже не могло случиться. Вдобавок к этому пожилая женщина безжалостно убеждала ее подчиниться просьбе Ханьли глазами, поэтому ей не оставалось ничего другого, кроме как ответить, стиснув зубы: «В таком случае я отведу вас к Гоэр, старший Хань». Таким образом, она повела Хань Ли и остальных в задний зал пещерного жилища. Пройдя через боковую дверь и простой коридор, они вошли в спальню. В комнате была тускло-красная деревянная кровать, и Байгоэр лежала на ней в бессознательном состоянии. Ее нежное лицо было слегка сморщено от боли, и ее тело было покрыто слоем лазурного света. Губы у нее тоже стали немного пурпурными. Когда Хань Ли подошел к деревянной кровати, его поразил палящий жар, что стало для него легким сюрпризом. Однако затем он кратко осмотрел деревянную кровать и сразу понял ситуацию, после чего покачал головой и заметил: использование огненного дерева для изготовления кровати может в определенной степени подавить ледяную энергию в ее теле, но ледяной яд уже слился с ее меридианами, так что это не поможет. «Я знаю об этом, но надеялась, что эта кровать немного облегчит боль Гоэр», сказала фея Юэхуа, и ее сочувствующий взгляд упал на маленькую девочку на кровати. Хань Ли сначала кивнул, услышав это, но затем покачал головой, подходя к красной деревянной кровати. Он нежно схватил одно из запястий Байгоэр, а его глаза засветились синим светом. Все остальные смотрели, затаив дыхание, и не осмеливались издать ни звука. Бай Хуадзе и фея Юэхуа смотрели на Хань Ли с надеждой в глазах. Примерно через 10 минут глаза Хань Ли внезапно вспыхнули, и вокруг запястья Байгоэр появился слой пятицветного ледяного света. Ледяной свет закрутился, и слой лазурного света над телом Байгоэр сходился прямо к той части ее руки, которая контактировала с рукой Хань Ли. Спустя несколько мгновений внутри ее запястья сформировался шар слабого лазурного света размером с яйцо. При виде этого Хань Ли немедленно перевернул другую руку, а между его пальцами мелькнула мерцающая серебряная игла, которую он в следующее мгновение воткнул в запястье Байгоэр. Ах! При виде этого Бай Хуадзе и фея Юэхуа резко изменились в лицах, и им пришлось сдерживаться, чтобы инстинктивно не броситься вперед. Вспыхнул серебристый свет, и в запястье Байгоэр была пробита небольшая дыра, после чего капля эссенции крови была выброшена из отверстия по указанию Хань Ли. Затем серебряная игла исчезла между пальцами Хань Ли, и ее заменила белая нефритовая пластина размером с ладонь, которая была чрезвычайно сложной и безупречной. Хань Ли поместил нефритовую пластину под запястье Байгоэр, и капля эссенции крови мгновенно упала, застыв в середине падения и ударившись о пластину с приятным звоном. Все изменились в лицах при виде этого, но Хань Ли, казалось, многое понял от этого эксперимента. Он убрал нефритовую пластину и каплю эссенции крови, и пятицветный ледяной свет, исходящий от его ладони, стал ярче. Шар лазурной ци вспыхнул в ледяном свете, быстро растворившись в небытии. Сразу после этого Байгоэр застонала и открыла глаза, будучи слегка дезориентированной. Феи Юэхуа и Бай Хуадзе были в восторге от этого и поспешно выразили свою благодарность Хань Ли еще раз. Хань Ли улыбнулся, и, когда пятицветный ледяной свет, исходящий от его руки, исчез, и он отпустил запястье Байгоэр. Затем он протянул палец и постучал им по ее лбу, после чего белая печать заклинания исчезла в ее голове в мгновение ока. Тело Байгоэр слегка вздрогнуло в ответ, и она снова потеряла сознание, что немного встревожило остальных в комнате. Ни о чем беспокоиться, ледяной яд в ее теле ликвидирован, но она все еще довольно хрупкая и нуждается в хорошем отдыхе. «Я уже изучил ее состояние, давайте вернемся в холл, чтобы обсудить другие вопросы», сказал Хань Ли, а затем вышел из комнаты. Все остальные были в полном замешательстве, но, естественно, не осмелились ослушаться его и поспешно последовали за ним из комнаты. Вскоре после этого Хань Ли снова сидел в холле, потягивая духовный чай. Его глаза вспыхивали от задумчивости, по-видимому, предполагая, что он борется с каким-то трудным решением. Все остальные, естественно, не осмелились помешать ему, и все они почтительно молча ждали, когда Хань Ли заговорит с ними. Спустя некоторое время Хань Ли приподнял бровь и поставил чашку в руке на стол рядом с собой, по-видимому, приняв решение. «Господин Бай, как много ты знаешь о ледяном яде, от которого пострадала твоя дочь?» — спросил Хань Ли. Сердце Бая Хуадзе дрогнуло от этого внезапного вопроса, и он поспешно ответил: «Ранее я приглашал нескольких сильных культиваторов, чтобы диагностировать состояние Гоэр, и они сказали мне, что Гоэр страдает особым типом болезни ледяного яда, который сильно отличается от обычных ледяных ядов в мире. Помимо принудительного изгнания этого яда культиватором стадии интеграции тела, единственный доступный нам вариант — найти несколько легендарных духовных лекарств с экстремальным атрибутом Ян, чтобы нейтрализовать этот яд». «Хе-хе, неудивительно, что они так сказали», — неоднозначно усмехнулся Хань Ли. «Старший Хань, что-то еще не так с ледяным ядом Гоэр?»
Обеспокоенно спросила фея Юэхуа. «Вы двое знаете, когда она впервые пострадала от этого ледяного яда?» Спросил Ханли, вместо того, чтобы отвечать на вопрос феи Юэхуа. «В 9 лет. Она внезапно потеряла сознание во время культивации, и только тогда мы обнаружили присутствие этого ледяного яда в ее теле. Вначале это был всего лишь незаметный крошечный пучок, поэтому мы не обращали на это внимания и использовали некоторые обычные методы, чтобы избавиться от яда. Однако это только ускорило ухудшение ее состояния до той степени, в которой она находится сейчас. Когда она родилась, мы с моей свекровью вместе провели тщательный осмотр ее тела, но мы не обнаружили ничего неправильного. Мы подумали, что один из наших врагов, должно быть, подложил этот яд в тело Гоэр, а мы не заметили этого. Жалко, что я не смогла найти виновного. В противном случае, даже если бы мне пришлось отказаться от своей жизни, я бы, говоря это, голос Байхуа-Цзы постепенно сменился болезненным выражением лица мстительной ярости. Выражение лица феи Юэхуа также значительно потемнело, явно также очень обиженная на этого врага. Враг. Боюсь, ты ошибаешься. Этот ледяной яд она носит с рождения, и это действительно необычный ледяной яд, равнодушно сказал Ханли. Я уверен, что вы знаете об этом гораздо больше, чем мы, старший Хань. Не могли бы вы объяснить ситуацию моему ученику, чтобы развеять их заблуждение? Почтительно спросила пожилая женщина. Конечно. Я бы сделал это, даже если бы ты меня не попросила. Гоэр на самом деле обладает легендарным духовным телосложением, известным как тело ледяной эссенции. Этот тип телосложения невозможно обнаружить при рождении, и его последствия начинают проявляться только в 9-летнем возрасте. Впервые этот яд проявляется, когда он наиболее свиреп, и говорят, что большинство людей, обладающих этим духовным телосложением, погибают в момент появления этого яда. Очень мало записей об этом типе духовного телосложения, даже в древних фолиантах, и если бы я случайно не прочитал одну из этих записей, я бы также подумал, что это был какой-то ледяной яд, объяснил Ханли. Тело ледяной эссенции. Услышав это, феи Юэхуа и Байхуа-Цзы обменялись изумленными взглядами. Они впервые слышали о таком духовном телосложении, поэтому, естественно, были весьма озадачены. В отличие от этого, услышав это, в глазах пожилой женщины промелькнул намек на признание и шок. Молодой мастер Хай и Ци Линси, естественно, никогда не слышали об этом теле ледяной эссенции, поэтому они просто тупо уставились на всех остальных. Раскрыв эту информацию, Ханли взял свою чашку и сделал еще один глоток, по-видимому, совершенно не заботясь о том, верят ли все остальные в то, что он только что сказал. Значит, Гоэр действительно обладает телом ледяной эссенции. В таком случае действительно будет трудно сказать, благословение это или проклятие, пробормотала себе пожилая женщина. Вы знаете об этом типе духовного телосложения, госпожа? Удивленно спросила фея Юэхуа. Я слышала об этом типе духовного телосложения от одного из моих хороших друзей много лет назад, и он в точности такой, как описал его старший Хань. Никогда не думал, что Гоэр будет обладать таким телосложением. На самом деле трудно сказать, как это повлияет на нее, ответила пожилая женщина, взглянув на Ханли. Что вы имеете в виду, госпожа? Спросила фея Юэхуа. Я слышал от своего хорошего друга, что тело ледяной эссенции, как только появится в 9 лет, его ледяной яд будет усиливаться год за годом, и, вообще говоря, то, кто обладает этим духовным телосложением, наверняка умрет к тому времени, когда им исполнится 15 лет. У человека с таким телосложением есть только 2 способа выжить, вздохнула пожилая женщина. Что это за 2 способа, госпожа? Поспешно спросила фея Юэхуа в экстазе. Один из таких способов — найти культиватора интеграции тела, который использовал бы свою магическую силу, чтобы изгонять этот ледяной яд из тела Гоэр каждый год, а затем использовать его истинную эссенцию крови, чтобы помочь очистить ее меридианы. Спустя 100 лет после этого Гоэр привыкнет к ее телосложению, и это больше не будет представлять для нее угрозы. Вдобавок к этому, во время своей культивации она сможет использовать эту ледяную энергию и сможет овладеть невероятно мощной способностью, известной как духовная ледяная эссенция, после недолгого колебания ответила пожилая женщина. В таком случае, это тело ледяной эссенции должно быть фантастическим благословением. Почему вы говорите, что оно может быть одновременно и благословением, и проклятием, старшей? Восторженно спросил Байхуа-Цзы. Это потому, что те, кто обладает таким телосложением, рождаются с ледяной энергией внутри своего тела, и эту энергию не так легко подавить. Первые несколько десятилетий не так уж и сложно. Культиватор интеграции тела сможет легко подавить эту ледяную энергию на какое-то время. Однако последние несколько десятилетий станут чрезвычайно неприятными. Культиватор интеграции тела должен принудительно изгнать ледяной яд, но также убедиться, что его магическая сила не повредит телу хозяина, поэтому им придется потратить много истинной эссенции крови на процесс изгнания.
В частности, истинная эссенция, израсходованная в течение последнего десятилетия или около того, не может быть восполнена посредством медитации, и это все еще не учитывает тот факт, что в течение этого времени культиватору интеграции тела придется потратить еще больше магической силы, чтобы очистить тело хозяина. Следовательно, это существенно задержит культивацию культиватора интеграции тела на несколько десятилетий. Кто из старших пожелает сделать что-то настолько пагубное для себя? Сказала пожилая женщина с кривой улыбкой. Глава 1792. Названная ученица. Услышав это, восторг на лицах Фэй Юэхуа и Бай Хуацзы сразу же исчез. Было не так много культиваторов, которые были бы готовы принять такое условие, даже среди тех, кто был к ним ближе всего, не говоря уже о том, чтобы ради кого-то, кого они вообще не знали. Какой второй способ? С надеждой спросил Бай Хуацзы. Второй способ — найти несколько легендарных духовных лекарств и использовать их для изготовления нескольких типов таблеток с экстремальным атрибутом Ян. Эти таблетки сведут на нет ледяную энергию и изменят тело ледяной эссенции. Но нельзя сказать, что этот метод легче, чем первый. Эти духовные растения не только чрезвычайно редкие, но и растут в совершенно недоступных для нас местах. Даже если мы найдем эти растения и успешно обработаем необходимые таблетки, их прием приведет к ужасным последствиям. Не только ледяной яд будет развеян, но духовный корень хозяина также будет поврежден. В худшем случае это может превратить культиватора в смертного, а в лучшем духовный корень станет чрезвычайно посредственным, что сделает их культивацию очень трудной, торжественно ответила пожилая женщина. Лицо Бай Хуацзы полностью побледнело, и ему больше нечего было сказать. После короткого молчания фея Юэхуа внезапно стиснула зубы и умоляюще повернулась к Ханьли. «Старший Хань, пожалуйста, спасите нашу Гоэр. Мы обязательно сделаем все, что вы скажете, чтобы отблагодарить вас». Все остальные тоже повернулись к Ханьли, услышав это. Ханьли заявил, что он пришел сюда в основном ради Бай Гоэр, поэтому не исключено, что он вмешается, чтобы спасти ее. Бай Хуацзы немедленно упал на колени и поклонился Ханьли. Услышав это, на лице Ханьли появился намек на улыбку, и только через некоторое время он ответил: «В самом деле, я действительно собираюсь спасти ее. Спасибо за вашу доброту». Фея Юэхуа была охвачена восторгом после того, как ее подозрения подтвердились, и она сразу же упала на колени. Тем не менее, Ханьли покачал головой и взмахнул рукавом, выпустив взрыв огромной силы, который принудительно поддержал как ее, так и Бай Хуацзы в стоящем положении, тем самым помешав им поклониться ему. «Не торопитесь благодарить меня. У меня есть некоторые условия, и я спасу ее, только если вы согласитесь с ними. У меня очень хорошее первое впечатление о Гоэр, но я бы не стал с легкостью отказываться от нескольких сотен лет моей культивации», равнодушно сказал Ханьли. «Назовите любые условия, старший. Мы постараемся их выполнить по мере наших возможностей», без колебаний согласилась фея Юэхуа. Сердце Бай Хуацзы слегка задрожало от этих слов, но он не высказал никаких возражений. В конце концов, это был единственный шанс его драгоценной дочери на выживание. «У меня очень простое условие. Я могу помочь ей овладеть способностью эссенции ледяной души, и я даже могу взять ее под свое крыло в качестве названной ученицы. Однако после того, как она владеет этой способностью, она должна отправиться на поиски чего-то важного для меня любой ценой. Этот предмет может быть на территории людей или демонов, или он также может быть в определенном уголке первозданного мира, и только те, кто обладает способностью эссенции ледяной души, смогут ощутить и найти это. Конечно, это будет чрезвычайно опасная задача. Вы все еще планируете согласиться на эту договоренность? Спросил Ханьли. Так вы говорите, что Гоэр, возможно, придется отправиться в первозданный мир? Услышав это, Бай Хуацзы резко вздохнул, и на его лице появилось нерешительное выражение. Выражение лица феи Юэ также немного изменилось, но после короткой паузы для размышлений она спросила: «Старший Хань, могу я примерно спросить, на каком уровне культивации будет Гоэр, когда она овладеет способностью эссенции ледяной души?» Боюсь, что ее путешествие в первозданный мир будет лишь поездкой в один конец, если она не будет достаточно сильной. Ханли, казалось, уже обдумал это, и он спокойно ответил: «Хе-хе, не беспокойся об этом. Я готов принять ее в качестве своей именной ученицы и приложить столько усилий, чтобы помочь ей выжить, так что я, естественно, не собираюсь отправлять ее на самоубийственную миссию. В любом случае, вещь, которую я хочу, чтобы она выследила для меня, она сможет почувствовать только после достижения хотя бы стадии божественной трансформации. Вдобавок к этому я дам ей несколько могущественных сокровищ для защиты, и если предмет находится на территориях людей и демонов или рядом с нами, ей вообще не придется отправляться в первозданный мир. Узнав, что ей нужно будет отправиться глубоко в первозданный мир, я позабочусь о том, чтобы она достаточно сильна, чтобы позаботиться о себе, прежде чем я отправлю ее в путь.
Стадия божественной трансформации. Этого определенно достаточно. Мы можем только мечтать о достижении этого ранга. Кроме того, если вы не вмешаетесь, тогда Гоэр останется жить самое большее несколько лет, но она, по крайней мере, сможет прожить около 1000 лет, прежде чем она достигнет стадии божественной трансформации. Фея Юэхуа не обладала такой мощной базой культивации, но она была очень решительной и быстро приняла решение. Бай Хуадзи все еще был обеспокоен, но он знал, что она права, поэтому решительно кивнул в поддержку этой договоренности. У пожилой женщины, естественно, тоже не было причин возражать. В этом случае я возьму Гоэр в качестве моей названной ученицы, и она останется со мной в течение следующих 100 лет. После этого я верну ее вам, и я не буду вмешиваться в ее жизнь, а только дам ей руководство в культивации», — сказал Хань Ли с доброжелательной улыбкой. «Тогда я оставлю свою дочь в ваших руках, старший Хань». Бай Хуадзе действительно успокоился, услышав это, и он опустился на колени, чтобы снова поклониться в благодарной манере. В этот раз Хань Ли не стал его останавливать, и фея Юэхуа также взволнованно выражала ему свою благодарность. Пожилая женщина вздохнула с облегчением, и ей тоже очень понравилось это развитие событий. Хань Ли взял Гоэр только в качестве названной ученицы, что указывало на то, что хотя он и не намеревался передавать ей все свое наследие, но, по крайней мере, это создало связь между этим старшим на стадии интеграции тела и ею. Эту связь можно было держать как козырь в рукаве, заставив других дважды подумать, прежде чем они попытаются составить заговор против широкой золотой секты. Как только пожилая женщина собиралась сказать что-то, чтобы еще больше укрепить связь, которую она только что установила с Хань Ли, внезапно со стороны раздался робкий голос. «Старший Хань, сможем ли мы двое тоже стать вашими учениками?» Все слегка пошатнулись и уставились в направлении, откуда раздался голос. Говорил никто иной, как молодой мастер Хай, лицо которого было одновременно тревожным и обнадеживающим. «Хе-хе, ты хочешь стать моим учеником?» Хан Ли с улыбкой повернулся к молодому мастеру Хаю, не согласившись на его просьбу и не отказав ему сразу же. Цилин Цзи тоже набрался храбрости и усмехнулся. «Хи-хи, это значит, что вы согласны, старший Хань?» Было совершенно ясно, что они оба осознавали, насколько это была выдающаяся возможность. Возможность стать учеником-культиватором стадии интеграции тела была тем, о чем бесчисленное количество низкоранговых культиваторов могли только мечтать. Таким образом, после того, как Хань Ли взял Бай Гоэр в качестве своего названной ученицы, они оба тайком разговаривали друг с другом посредством передачи голоса, а затем решили воспользоваться этой возможностью обеими руками. «Вы двое первые на очереди моих учеников. Я дам вам ответ позже. А пока составьте мне компанию во время съезда 1000 сокровищ», — сказал Хань Ли, приняв серьезное выражение. Вместо того, чтобы разочароваться таким ответом, на лице молодого мастера Хая появилось приподнятое выражение. «Понимаю. Вы хотите, чтобы мы прошли испытательный срок, верно, старший Хань? Будьте уверены, я не силен в другом, но я отличный образец для подражания, когда дело касается уважения к моим старшим. Я также обязательно выполню все ваши просьбы, старший Хань». Цилин Цзи трижды поклонился Хань Ли и широко улыбнулся. Хань Ли не знал, как к этому относиться, и просто кивнул, а затем покачал головой, и никто точно не знал, о чем он думал. Ледяной яд из тела Гоэр уже был изгнан мной, так что он не побеспокоит ее снова в течение года. Я заберу ее после съезда 1000 сокровищ, так что сделайте некоторые приготовления в течение этого времени. Кстати, заставьте ее постоянно носить с собой этот кусок огненного янского нефрита. Он не может полностью уничтожить морозный яд в ее теле, но, тем не менее, будет полезен для нее. Этот кусок нефрита также является защитным сокровищем, который может защитить в опасной ситуации. Вдобавок у меня есть флакон с таблеток питательной эссенции, пусть она принимает одну из них каждые 2 дня. Говоря это, Хань Ли провел рукавом по столу, и на столе появились мерцающий красный нефритовый кулон и небольшой зеленый флакон. По удивительной духовной ци, исходящей от нефритового кулона, было совершенно очевидно, что это совершенно необычное сокровище. Таблетки питательной эссенции также были широко известны в мире духов своими питательными свойствами, и они идеально подходили для Бай Гоэр, которая в настоящее время сильно обременена своим недавним испытанием. Фея Юэхуа поспешно выразила свою благодарность и поспешно убрала эти 2 предмета. Молодой мастер Хай и Цилин Цзи не пытались скрыть свою зависть, и оба они отметили, насколько великодушен Хань Ли по отношению к названной ученице, которую только принял. Хань Ли это немного позабавило, и после короткой паузы он перевернул руку, достав 2 других пузырька с таблетками и с улыбкой бросив их им. «Независимо от того, станете ли вы двое моими учениками, мы так долго путешествовали вместе, поэтому между нами определенно есть связь. Один из этих пузырьков с таблетками может очистить меридианы и укрепить кости, а другой может усилить магическую силу. Вы можете разделить их, как хотите». «Спасибо, старший Хань». Молодой мастер Хай и Цилин Цзи были в восторге и были еще больше уверены, что выбрали правильного мастера.
Затем они осторожно убрали флаконы, как будто они были драгоценными сокровищами. После этого Хань Ли задержался здесь еще ненадолго. Поговорив со всеми, он ушел с молодым мастером Хай и Цилинси. Спустя несколько мгновений все трое появились в его летающей повозке, медленно летевшей к горе 9 бессмертных. «Куда мы идем дальше, старший Хань? Должны ли мы также найти место для временной пещерной резиденции?» — спросил Цилин Цзы по мере приближения к горе 9 бессмертных. «Нет необходимости делать это. Гора 9 бессмертных недоступна только для посторонних, но это применимо только к обычным культиваторам. Как только мы доберемся туда, кто-то выйдет, чтобы поприветствовать нас», — невозмутимо ответил Хань Ли. Глава 1793. Дворец бессмертных. Понятно. Я как раз об этом думал. Как мог культиватор интеграции тела, такой как старший Хань, поселиться в каком-то случайном месте, как мы, обычные культиваторы? Сказал молодой мастер Хай с ласковой улыбкой. Совершенно верно. Я уверен, что для старшего Ханя приготовили роскошное место. Нам очень повезло, что мы можем сопровождать старшего Ханя, подхалимски вмешалась Цилинси. Хань Ли, естественно, мог слышать льстивое намерение за их словами, но просто усмехнулся и ничего не сказал. Вскоре после этого их летающий экипаж пролетел над рынком, а затем спустился в горный хребет внизу. Высокоранговое летающее сокровище, такое, как эта карета, могло преодолеть расстояние менее 1000 километров практически в мгновение ока. Впереди внезапно появилось синее море облаков, в ответ на что Хань Ли просто постучал ногой по летающей повозке под ногами. Летающая повозка немедленно развернулась и остановилась, а затем Хань Ли поднял обе руки к морю облаков. Раздался громкий раскат грома, и две золотые молнии мгновенно растворились в море облаков. В следующее мгновение в синих облаках разразился грохот, и изнутри возникли два всплеска огромного духовного давления, заставившие синие облака вздыбиться и бурно взлететь. После этого Хань Ли просто заложил руки за спину и замер на месте, казалось, чего-то ждал. Молодой мастер Хай и Цилин Цзы были немного озадачены этим, но они не осмелились задать какие-либо вопросы и послушно встали рядом с Хань Ли. Спустя некоторое время из моря тумана прозвучал ряд звериных рыков, а снизу раздался разъяренный мужской голос. «Кто осмелится нарушить здесь ограничения? Разве вы не в курсе, что это место стало запретной зоной 3 месяца назад?» Как только этот голос упал, из моря облаков вырвался взрыв колебаний, раскрывая огромный проход шириной в несколько десятков футов. Во вспышке синего света изнутри появилось несколько стражников, оседлав гигантских летающих зверей. Все эти охранники были очень крепкими и намного выше Хань Ли. Их верхняя часть тела была одета в грубые белые костяные доспехи, а на нижней части тела были кожаные штаны разных стилей. Каждый держал в одной руке огромный прямоугольный костяной щит, а в другой — толстое черное копье. Их кони напоминали гигантских волков с огромными мясистыми крыльями, тела которых были покрыты синим мехом. Также по их телам пробегали слабые искры молнии, придавая им довольно загадочный вид. Однако ни один из этих стражей не обладал колебаниями магической силы, а они были редкой группой высокоранговых воинов закаливания тела. Благодаря их мощным телам они были практически сопоставимы с культиваторами формирования ядра. 4 охранников были несколько озадачены тем фактом, что Хань Ли не только воздержался от побега с места происшествия, но и оценил их с заинтригованным выражением лица, стоя в своей летающей карете. Увидев это, в глазах лидера 4 стражников появился намек на недоумение. Он махнул рукой, и все 4 стражников натянули поводья своих звериных коней, остановившись на краю моря облаков. Вы, должно быть, широко известные грозовые стражи региона Сюаню, верно? Вы действительно соответствуете своей репутации. Раз вы здесь, значит, господин Даосис, тиранический владыка, уже прибыл на гору 9 бессмертных, спокойно сказал Хань Ли. 4 охранников были ошеломлены, услышав, что Хань Ли называл тиранического владыку равным себе, и сразу же приняли более уважительные манеры. Лидер группы поспешно сложил кулак в знак приветствия и сказал: «Мы действительно являемся частью громовых стражей тиранического владыки, но сам он еще не прибыл сюда. Нас отправили на гору 9 бессмертных заранее, чтобы помочь поддерживать порядок. Могу я спросить ваше уважаемое имя, старший?» «Хе-хе, моя фамилия Хань, но вы, возможно, не слышали обо мне. Если подумать, ваш тиранический владыка недавно посылал кого-то, чтобы завербовать меня, чтобы я присоединился к дворцу тиранического владыки, но мне пришлось отклонить предложение по определенным причинам», — небрежно сказал Хань Ли. «Может быть, вы новый культиватор интеграции тела, старший Хань Ли?» «А, вы знаете обо мне». Хань Ли был явно ошеломлен тем фактом, что этот охранник смог узнать его только по его фамилии, и начал внимательно смотреть на этого человека.
Только тогда он обнаружил, что, хотя этот человек был всего лишь воином закаливания тела, из его тела исходил слабый свет сокровища, предполагающий, что он нес много могущественных сокровищ, поэтому он, казалось, отличался от 3 своих товарищей. Охранник поспешно объяснил: «Простите меня за грубость, старший. Мой дед — один из 4 личных охранников тиранического владыки, поэтому я знаю о вас через него». Личная охрана. Кажется, я слышал о них. Слышал, что все 4 из этих даосистов являются высокоранговыми воинами закаливания тела, и тиранический владыка приложил много усилий, чтобы обучить их. Ни у кого из них нет магической силы, но все они обладают чрезвычайно могущественными телами с необычайной силой и могут напрямую противостоять высокоранговым сокровищам, сказал Хань Ли. Мой дед был бы счастлив услышать, что старший Хань знает о нем. Я уверен, что вы, должно быть, устали после путешествия сюда, старший. Пожалуйста, следуйте за мной во дворец бессмертных, чтобы вы могли отдохнуть там. У лидера стражи была довольно грубая внешность, но он проявлял очень обходительные качества, что противоречило его физическим качествам. Хе-хе, теперь, когда вы упомянули об этом, я действительно чувствую себя немного усталым. Веди меня. Хань Ли кивнул в ответ. С радостью. Пожалуйста, пойдем со мной, старший Хань. 4 стражников в унисон еще раз почтительно поклонились, а затем полетели обратно в проход, открывшийся в море облаков. Хань Ли последовал за ними на своем летающем экипаже. Море облаков было не очень большим, и прошло совсем немного времени, прежде чем Хань Ли и 4 воина закаливания тела появились с другой стороны, а затем полетели прямо к некой огромной горе вдали. 4 пика горы 9 бессмертных принадлежат нашей человеческой расе, в то время как расе демонов принадлежат еще 4. Самая высокая точка пик летающих бессмертных — это нейтральный пик, который обычно не обитаем любой из 2 наших рас, так что, естественно, это место стало центром проведения съезда 1000 сокровищ. Мы собрали некоторых культиваторов из людей и демонов, которые обладают знанием искусства культивации элемента Земли, и они работают день и ночь, чтобы устроить всю вершину. Конечно, одного пика будет недостаточно для размещения всех участников съезда, поэтому в период проведения съезда остальные 8 пиков также будут открыты для широкой публики. Мы построим 8 вторичных конференц-залов, чтобы обеспечить достаточную вместимость для всех. Даже в этом случае я думаю, что конференция будет чрезвычайно загружена. В конце концов, почти все прошлые конференции собрали более 1 миллиона посетителей. К счастью, мы готовились к этому съезду больше года, так что никаких проблем быть не должно, но я слышал, что этот съезд будет немного отличаться. Лидер стражников был очень внимателен и объяснил Хань Ли ситуацию на горе 9 бессмертных и вокруг съезда 1000 сокровищ. Однако здесь его голос явно остановился неестественно. Чем будет отличаться этот съезд? Заинтригованно спросил Хань Ли. Это только слухи, так что я не могу поручиться за их подлинность. Пожалуйста, простите меня, если я скажу что-то, что не подтвердится в будущем, сказал мужчина после короткой нерешительной паузы. Будь уверен, я сам буду принимать решения, основываясь на твоих словах. Винить тебя я ни в чем не стану, равнодушно заверил Хань Ли. Хорошо, тогда я расскажу. Я слышал, что в этот раз в съезде 1000 сокровищ могут участвовать существа из чужеземных рас, и что они будут предлагать некоторые чрезвычайно ценные сокровища своих рас на аукционе, осторожно сказал мужчина, глубоко вздохнув. Чужеземные существа. Какие именно? Хань Ли был искренне удивлен, услышав это. Боюсь, эта информация мне недоступна, старший. В конце концов, я всего лишь громовой страж, сказал мужчина с кривой улыбкой. Созерцательное выражение появилось на лице Хань Ли, прежде чем его выражение быстро вернулось к норме, и он перевернул руку, бросив 4 охранникам несколько пузырьков. В любом случае, спасибо, что раскрыл мне всю эту информацию. Вот несколько флаконов с таблеткой небесного восстановления на вас 4. Вы можете принимать по 1 раз в несколько дней, чтобы продлить свою жизнь. Не стесняйтесь прийти и рассказать мне новую информацию, если вдруг услышите что-то полезное. Я обязательно награжу вас за ваши усилия. Мужчина был в восторге от того, что им дали флаконы с таблетками, и поспешно ответил взволнованным голосом: «Спасибо, старший. Мы обязательно известим вас, если услышим что-нибудь ценное». Остальные 3 охранников также поспешно выразили свою благодарность. Хань Ли просто махнул рукой, а затем замолчал, стоя в своем летающем экипаже. 4 громовых стражей предоставили Хань Ли его собственным мыслям, и, пролетев еще немного, они наконец достигли подножия некой горной вершины. Здесь было много зданий и павильонов, которые охватывали практически всю гору, и среди этих зданий был роскошный дворец из белого нефрита высотой от 3 до 4 тысяч футов, представлявший собой захватывающее зрелище. Этот дворец окружала серия замысловатых павильонов, которых в общей сложности более 100, дополняющих нефритовый дворец, как звезды вокруг Луны.
Это дворец бессмертных, старший Хань. Старшие на стадии интеграции тела могут занять этаж дворца вместе со своим окружением. На каждом этаже дворца есть назначенная транспортная формация, так что вы сможете напрямую телепортироваться к публичному залу на первом этаже без необходимости проходить через нижние этажи. Все эти павильоны были подготовлены для старших на стадии пространственного закаливания. Однако на данный момент доступ в это место разрешен только старшим на стадии интеграции тела. Дворец бессмертных, подобный этому, предназначен для старших на стадии интеграции тела, обстоятельно представил мужчина. Понятно. Кто-нибудь уже переехал в этот дворец? Заинтригованно спросил Хань Ли. Этот дворец в настоящее время занят только даосистом-мастером Тысячи Костей и его свитой, прибывшими месяц назад, честно ответил мужчина. Глава 1794. Даосский мастер Тысячи Костей. Понятно. Я слышал о даосском мастере Тысячи Костей. Кажется, он также был бродячим культиватором, но он основал секту Белой Кости около 10 тысяч лет назад, и, похоже, у него высокие амбиции, ответил Хань Ли. Если подумать, секта Белой Кости — довольно мощная секта, которая может войти в десятку лучших сект нашего региона Сюань-У, и то, что он смог достичь этого за такое короткое время, свидетельствует о способностях старшего Тысячи Костей. Кстати, старший Тысячи Костей в настоящее время проживает на верхнем этаже Дворца Бессмертных. Вы можете сообщить управляющему Дворца Бессмертных, на каком этаже вы бы хотели остановиться, старший, почтительно сказал мужчина. Пока они разговаривали, 4 громовых стражей уже провели Хань Ли ко входу в дворец из белого нефрита, где стояло несколько стражей в лазурных доспехах. Лидер молниеносных стражей поспешно спрыгнул со своего гигантского коня-волка, а затем подошел к одному из охранников в лазурных доспехах и указал на Хань Ли, что-то прошептав. Холодное выражение лица охранника в лазурных доспехах мгновенно изменилось, и, быстро осмотрев Хань Ли, он тут же поклонился Хань Ли и быстро ворвался во дворец. Мужчина вернулся к Хань Ли и сказал: «Старший Хань, мне нужно вернуться на патрулирование, поэтому я больше не смогу здесь оставаться. Управляющий Дворца Бессмертных скоро выйдет лично поприветствовать вас. Нам пора». 4 громовых стражей протянули прощальные поклоны Хань Ли, пока их лидер говорил это. Хань Ли, естественно, не собирался их останавливать и махнул рукой, разрешая громовым стражам их отпустить. Почти сразу после того, как 4 громовых стража поднялись в воздух и улетели на своих гигантских волках, из дворца появились 2 человека. Одним из них был никто иной, как охранник в лазурных доспехах, который только что ворвался во дворец, и его сопровождал пожилой мужчина в белых одеждах. У пожилого человека были слегка прищурены глаза, и он был культиватором на средней стадии пространственного закаливания. «Вы, должно быть, старший Хань. Меня зовут Цзун Мян. Пожалуйста, простите меня за то, что я не вышел поприветствовать вас раньше», сказал пожилой, протягивая почтительный поклон издалека. «Не нужно быть таким вежливым, господин даосист Цзун. Я устал от своего путешествия, поэтому было бы лучше, если бы вы могли организовать для меня место, где я бы остановился прямо сейчас», спокойно ответил Хань Ли, оценивая пожилой мужчина. «Будьте уверены, старший, все уже подготовлено, и вы можете сразу же въехать». Старший Тысячи Костей занял верхний этаж, а первый этаж — общественный холл, но все остальные 8 этажей пусты, и вы можете выбрать любой, с улыбкой сказал Цзун Мян. «Тогда я займу 5-й этаж. Это не слишком высоко и не слишком низко. Как раз для меня», — решил Хань Ли после короткой паузы для размышлений. «Тогда я отведу вас на 5-й этаж, старший. Если есть что-то, что вас не устраивает, я немедленно внесу поправки», — ласково сказал пожилой мужчина. Хань Ли кивнул с равнодушным выражением лица, и его провели в зал на 1-й этаж Дворца Бессмертных. Весь зал был размером в несколько тысяч футов, стены и земля переливались светом. В их поверхности были встроены белые фосфорисцирующие бусины размером с кулак, освещавшие весь зал, делая его похожим на бессмертный рай. Вокруг зала стояло несколько белых нефритовых столов и стульев, и они были разбросаны по углам. В центре зала была слабая серебряная транспортная формация размером 70 футов. Пожилой мужчина вошел прямо в формацию, и Хань Ли бесстрастно последовал за ним. Юный мастер Хай и Ци Линси обменялись взглядами и тоже вошли в формацию. Несмотря на то, что они оба первый раз использовали формацию, они совсем не боялись и не беспокоились. Пожилой мужчина наложил печать заклинания на транспортную формацию, и тут же раздался жужжащий звук. Затем он перевернул руку, чтобы получить замысловатый серебряный талисман, и Хань Ли бросил на него блуждающий взгляд и обнаружил, что одна сторона талисмана была заполнена сложными рунами, а на другой стороне была выгравирована тусклым золотым текстом цифра 5. Цзун Мян осторожно взмахнул значком в воздухе, и вспышка серебряного света вырвалась вперед, исчезнув в формации под ногами. В следующее мгновение серебряный свет закрутился по всей формации, и все 4 исчезли в унисон.
Молодой мастер Хай и Ци Линцзы закрыли глаза, но их все еще мгновенно охватило головокружение, и когда они снова открыли глаза, они обнаружили, что стоят на платформе под открытым небом. Вокруг них был сад, через который петляли несколько извилистых дорожек, а сам сад был заполнен неузнаваемыми экзотическими цветами и растениями. С другой стороны находился зеленый пруд размером в несколько акров, в котором энергично плавали серии пятицветных духовных рыб длиной около фута каждая. Подул легкий ветерок, посылая на них потоки обильной духовной ци. Молодой мастер Хай на мгновение запнулся, прежде чем ему в голову внезапно пришла мысль, и он тут же поднял голову, чтобы взглянуть вверх и обнаружить голубое небо над головой с несколькими лениво плывущих белых облаков. Однако солнце, которые должны были присутствовать в воздухе, нигде не было видно. На его месте в воздухе парил массивный белый световой шар, излучая мягкий белый свет. Молодой мастер Хай был полностью ошеломлен этим зрелищем, и Ци Линцзы также изо всех сил пытался оторвать свою челюсть от земли. Прямо в этот момент голос Хань Ли внезапно прозвучал в их ушах. «Прекратите таращиться. Все, что там наверху, было проявлено ограничением. Вы не сможете увидеть, как это работает на ваших текущих базах культивации». Только тогда они пришли в себя из своего восторженного состояния и обнаружили, что Хань Ли уже вышел из формации и стоял на расстоянии более 100 футов, оценивая их с легкой улыбкой. Цзун Мян стоял подальше и тоже смотрел на них двоих с веселой улыбкой. Юные мастера Хай и Ци Линцзи слегка покраснели и в смущении поспешно вышли из формации. Тем не менее, они оба были по-прежнему возбуждены и постоянно оглядывались по сторонам, следуя за Хань Ли. Пройдя некоторое время по тропинке, впереди показался большой зеленый зал. Он не был особенно массивным, но был чрезвычайно замысловатым, о чем свидетельствовали тщательно вырезанные на его поверхности узоры. По обе стороны от зала был отдельный двор и меньший боковой зал. Эти здания явно предназначались для свиты культиватора. Все они были окружены пышными зелеными бамбуковыми растениями. Сквозь них было видно несколько павильонов, представляя завораживающее зрелище. Кто бы мог подумать, что этот рай находится всего на одном этаже этого огромного дворца? Хань Ли встал возле холла, оглядевшись, небрежно спросил: «Все этажи во Дворце Бессмертных устроены так?» Хе-хе, конечно, нет. Каждый этаж Дворца Бессмертных настроен по-своему, чтобы удовлетворить разные предпочтения. «Если вам не нравится этот этаж, я могу перенести вас на другой, старший Хань», — ответил Цзун Мянь. «В этом нет необходимости, я вполне доволен этим этажом», — сказал Хань Ли, небрежно махнув рукой. «В таком случае, пожалуйста, сохраните этот талисман ограничения «старший». Ограничения на каждом этаже разные, и для каждого этажа имеется только один талисман, поэтому мне придется попросить вас вернуть его, как только закончится съезд», — сказал пожилой мужчина с улыбкой, передавая серебряный талисман Хань Ли обеими руками. Хань Ли взял талисман и кивнул ответ, после чего пожилой мужчина ушел. Таким образом, трио Хань Ли было предоставлено самим себе. Вы двое можете жить здесь во время съезда. Вы можете выбрать любой из дворов. Мне нужно отдохнуть, поэтому, если вы хотите что-то обсудить, давайте оставим разговор на завтра», — проинструктировал Хань Ли. «Да, старший». Молодой мастер Хай и Ци Линцзи ответили уважительно. Затем двое из них бросились к группе зданий рядом с залом с неподдельным возбуждением на лицах, и Хань Ли услышал, как они ссорятся и дурачатся вдалеке. Хань Ли покачал головой и зашагал к главному залу. Он нашел тихую комнату в холле и начал медитировать. На следующее утро Хань Ли все еще медитировал на своем футоне, и его тело вспыхивало лазурным духовным светом, как вдруг выражение его лица внезапно изменилось, и он сразу же открыл глаза. В следующее мгновение шар белого пламени пролетел прямо через деревянную дверь его комнаты, а затем мгновенно достиг его. Глаза Хань Ли вспыхнули, и он протянул руку, осторожно постучав по шару белого пламени. Пламя взорвалось от глухого удара, растворившись в бесчисленных пятнах света. В то же время в комнате внезапно раздался голос. «Приветствую, господин Даосист Хань. Я мастер Тысячи Костей. Я слышал, что вчера вы переехали в Дворец Бессмертных. Если вы не возражаете, пожалуйста, нанесите мне визит на верхнем этаже». Голос был довольно пожилым, и он завершился после этого короткого сообщения. «Даосист мастер Тысячи Костей, да?» Хань Ли погладил подбородок с задумчивым выражением лица. Несколько мгновений спустя он поднялся на ноги, а затем вышел из комнаты. Когда Хань Ли появился за пределами зала, его сразу же встретили молодой мастер Хай и Ци Линцзы. Эти двое, казалось, были здесь какое-то время и разговаривали друг с другом в углу. Как только Хань Ли появился, они двое сразу же выступили вперед и поклонились. Никаких формальностей. «Что вы двое здесь делаете? Почему вы не отдыхаете?» — спросил Хань Ли, равнодушно махнув рукой. «Вы собираетесь сегодня на рынке за пределами дома, верно, старший Хань?»
Нам вдвоем, естественно, нужно сопровождать вас все время, сказал Целинцзы с широкой ухмылкой. На самом деле, возможно, мы не сможем выполнять какие-либо важные роли, но если есть какие-то поручения, которые вам нужно выполнить, мы вдвоем будем более чем готовы предоставить наши услуги, вмешался молодой мастер Хай. Хе-хе, кто вам сказал, что я пойду сегодня на рынок? Хань Ли усмехнулся. Молодой мастер Хай и Целинси были разочарованы, услышав это. Потом. Я знаю, что вы двое хотите выйти на рынок, чтобы расширить свой кругозор, но практически нет шансов, что на этих рынках будет продаваться что-то, что мне нужно, поэтому я не стал бы посещать их при обычных обстоятельствах. Но опять же, есть здесь собралось много высокоранговых культиваторов, так что было бы неплохо отвезти вас двоих на рынок, чтобы осмотреть достопримечательности. Мне нужно навестить мастера тысячи костей, так что я не смогу взять вас с собой. Я просто использую свой талисман, чтобы вывести вас двоих из дворца, и вы можете вернуться ночью, спокойно сказал Ханли. Глава 1795. Конвенция обмена в черном пространстве. Молодой мастер Хай и Целинси были все еще немного разочарованы, услышав это, но они не осмелились пойти против инструкций Хань Ли и немедленно согласились на это. Таким образом, Хань Ли повел их двоих к транспортной формации на платформе, и как только они двое добрались до центра формации, Хань Ли вытащил серебряный талисман и взмахнул им. Формация вспыхнула серебряным светом, и они оба были телепортированы на первый этаж. После этого Хань Ли также ступил на формацию и исчез во вспышке духовного света. Примерно через 10 минут Хань Ли оказался в большом дворце, построенном из чего-то, похоже на красный коралл, и заговорил с пожилым даосским жрецом, рядом с которым стояла великолепная женщина. У этого даосского жреца был крючковатый нос и пара особенно темных глаз. Он был одет в серые даосские мантии, на которых были отпечатаны 18 очень реалистичных белых черепов. У красивой наложницы, сидящей у него на коленях, было роскошное тело и кожа гладка, как нефрит. На ней было тонкое белое платье с вуалью, и она наклонилась большей частью своего тела в объятия даосского жреца, открывая только очаровательное улыбающееся лицо, слушая разговор даосского жреца с Хань Ли. Поодаль по обе стороны зала стояли 7 красивых женщин, каждая из которых также была одета в вуаль разного цвета, и они стояли в почтительной манере, сложив руки перед собой. Этот даосский жрец был никем иным, как владельцем этого места, патриархом секты Белой Кости, даосистом-мастером Тысячи Костей. Женщины в его руках и другие женщины в зале, естественно, были никем иным, как его наложницами. Однако женщина, которую он держал, намного превосходила других женщин как по внешнему виду, так и по нраву, поэтому даосский жрец явно обожал ее больше. Хань Ли небрежно обсуждал свои приключения в первозданном мире с даосским мастером Тысячи Костей, вспоминая некоторые слухи, которые он слышал об этом человеке. Стоит сказать, что даосский мастер Тысячи Костей не только использовал исключительное искусство культивации дьявольского даа, но и был чрезвычайно похотливым и страстным культиватором парной культивации, доставляя себе удовольствие с женщинами почти каждую ночь. Оказалось, что эти слухи были правдой. Хе-хе, я впечатлен тем, насколько вы осведомлены и опытны в таком молодом возрасте, господин даосист Хань. Когда я впервые перешел на стадию интеграции тела, я путешествовал только по местам, близким к человеческой расе. Я в таком преклонном возрасте, у меня больше нет стремления уходить далеко от человеческой расы, вздохнул даосский мастер Тысячи Костей. Ты слишком добр, брат Тысячи Костей. Я оставался в первозданном мире только из-за сложившихся обстоятельств, в которых я оказался. Если бы все шло по плану, я бы точно не стал далеко уходить от нашей человеческой расы. Мне повезло, что я вернулся целым и невредимым, сказал Хань Ли с улыбкой. Ха-ха, похоже, что ты очень везучий. Ты столкнулся с рядом возможностей во время своей культивации, преодолев несколько стадий подряд, и ты смог легко преодолеть узкое место на этапе интеграции тела после возвращения. Я не знаю об исторических событиях, произошедших слишком далеко в прошлом, но в чем я уверен, так это в том, что за последние несколько десятков тысяч лет никто не мог сравниться с твоей скоростью развития. Когда я преодолел узкое место на стадии интеграции тела, мне потребовалось несколько тысяч лет, прежде чем я наконец добился успеха при случайных обстоятельствах, поэтому я просто не могу сравнивать с тобой. С твоими способностями и молодостью, возможно, у тебя даже будет шанс достичь стадии Великого Вознесения в будущем, сказал даосский мастер Тысячи Костей, и в его голосе прозвучали легкие подхалимские нотки. Я бы не осмелился мечтать о достижении стадии Великого Вознесения, и я буду доволен, если смогу преодолеть несколько великих небесных трибуляций, скромно сказал Хань Ли. Это правда. Стадия Великого Вознесения для нас подобна миражу. Наша человеческая раса существует в мире духов столько лет, но мы произвели всего около дюжины культиваторов стадии Великого Вознесения. Было даже время, когда у нас не было культиваторов Великого Вознесения, и вся раса находилась под угрозой уничтожения, вздохнул даосский мастер Тысячи Костей, и в его глазах появились нотки ностальгии.
Хань Ли действительно слышал об этом великом бедствии, которое пришлось пережить человечеству. В то время казалось, что они также подверглись нападению объединенной армии, сформированной несколькими чужеземными расами. К счастью, раса демонов в то время была на пике своих возможностей, и в их рядах были два существа стадии Великого Вознесения. Кроме того, они знали, что одна раса демонов определенно не сможет обеспечить свое собственное выживание в мире духов надолго, поэтому они решили оказать помощь человеческой расе. В противном случае человечество действительно оказалось бы в серьезной опасности. Вскоре ностальгия в глазах даосского мастера Тысячи Костей исчезла, и он внезапно сменил тему. Ты только недавно достигли стадии интеграции тела, так что ты, должно быть, стремишься приобрести много вещей во время этого съезда Тысячи Сокровищ, верно, господин даосист Хань? Я действительно надеюсь получить некоторые материалы для изготовления таблеток во время этого съезда. В конце концов, только во время такого мероприятия я смогу встретить некоторые редкие материалы, которые я обычно сложно найти, кивнул Хань Ли. В таком случае у меня есть предложение. Возможно, оно тебя заинтересует, с улыбкой спросила даосский мастер Тысячи Костей. А, пожалуйста, давай, господин даосист, Хань Ли немного опешил. Вы все можете идти сейчас. Вместо того, чтобы немедленно предложить свое предложение Хань Ли, даосский мастер Тысячи Костей попросил женщин в комнате и женщину в его руках уйти. Эти женщины, естественно, сделали, как им было сказано, поклонившись Хань Ли и даосскому мастеру Тысячи Костей. Таким образом, в зале остались только Хань Ли и даосский мастер Тысячи Костей. Только тогда на лице мастера Тысячи Костей появилось серьезное выражение, и он сказал: «Брат Хань, это, должно быть, твой первый визит на съезд Тысячи Сокровищ в качестве культиватора интеграции тела. Ты слышали о Конвенции обмена в Черной области?» Конвенция обмена в Черной области. Я впервые слышу о таком. Это что-то вроде секретного рынка. Хань Ли это заинтриговало, но не слишком удивило. Вместо этого он был бы удивлен, если бы не было никаких секретных частных рынков, сформированных во время такого грандиозного события, как съезд Тысячи Сокровищ. Хань Ли был явно заинтригован, и даосский мастер Тысячи Костей улыбнулся, продолжая: «Хе-хе, похоже, ты уже догадался, что нечто подобное существует, хотя слышишь об этом впервые. Очень редко что-то вызывает наш интерес, даже аукцион, проводимый съездом Тысячи Сокровищ, не сможет удовлетворить все наши потребности. У многих даосистов есть драгоценные сокровища, но они не желают продавать их за духовные камни и хотят обменять на предметы, которые им срочно нужны. Есть также некоторые даосисты, у которых есть ценные вещи, но способы, с помощью которых они получили эти предметы, могут быть довольно недобросовестными, поэтому для них было бы нецелесообразно напрямую продавать эти предметы с аукциона. Кроме того, есть некоторые сокровища, которые просто слишком драгоценны, и даже такие культиваторы, как мы, испугались бы преследования, если бы распространилась информация о том, что такое сокровище находится в нашем распоряжении. Таким образом, рядом с съездом Тысячи Сокровищ было создано несколько частных рынков, среди которых эта конвенция обмена в Черной области является самой загадочной. Она проводится группой таинственных культиваторов и предназначена исключительно для культиваторов интеграции тела. В общем, только некоторые культиваторы стадии интеграции тела, которые посещают съезд Тысячи Сокровищ, воздерживаются от участия в этом частном собрании. Происхождение этих культиваторов в значительной степени неизвестно, и они чрезвычайно могущественны. Был даже один случай, когда убили культиватора на средней стадии интеграции тела. После этого никто не осмелился оскорбить организаторов. Соглашение, так что там также очень безопасно. Соглашение об обмене исключительно способствует обмену между предметами, и он будет проводиться только один раз. Кроме того, все мероприятия должно завершиться в течение дня, и никаких вопросов по поводу личности участников, поэтому он идеально подходит для таких практикующих, как мы. Помимо нас, культиваторов интеграции тела, допускаются люди с достаточно ценными сокровищами. Конечно, обычные сокровища не принимают. Также будет много могущественных существ из расы демонов, и на обмен будут выставлены материалы из демонических зверей и даже яйца духовных зверей, которые недоступны для получения обычными способами. Там даже будут выставлены на аукцион некоторые демонические женщины. В частности, женщины из расы небесных лис. Все они — исключительные субъекты, с которыми можно заниматься парной культивацией, и многие культиваторы интересуются ими. Конечно, те, кто в конечном итоге купит этих демонических женщин, определенно должны тщательно их спрятать. В противном случае, если слухи дойдут до 7 демонических монархов, хе-хе. Кроме того, будут также некоторые человеческие женщины с исключительными способностями, ради которых люди будут готовы предложить много для обмена. В этот момент Хань Ли, естественно, понял, что такое так называемая конвенция об обмене в черном пространстве.
По сути, это было то же самое событие, что и подпольный рынок, который он посетил в Великой империи Цзинь человеческого мира, за исключением того, что главными посетителями должны были быть существа стадии интеграции тела, поэтому предметы на обмен, естественно, были бы намного более ценными. В то же время Хань Ли был слегка встревожен, услышав все это. Культиваторам людей и демонов было строго запрещено насильственно похищать существ из другой расы в качестве наложниц или подданных для парной культивации. Это было одним из запретов, согласованных обеими расами. Прошло много времени с тех пор, как было заключено это соглашение, и почти никто больше не упоминал об этом правиле, но если кто-то будет уличен в такой деятельности, у него все равно будут большие проблемы. Это было ясным свидетельством того, насколько смелыми и наглыми были организаторы этой конвенции обмена в черном пространстве. Однако это также означало, что будет много драгоценных вещей, которые не могут появиться в открытую, но ими можно обменяться подпольно. Больше всего его интересовали, естественно, материалы демонических зверей, и в результате он испытывал сильное искушение посетить это подпольное собрание. Я действительно очень заинтересован в этой конвенции. Где и когда он проводится? Как следует из названия, конвенция обмена в черном пространстве будет проходить в таинственном месте, известном как черное пространство. Однако черное пространство не является установленным местом. Вместо этого это портативное пространство Сюми. Это еще одно свидетельство силы организаторов мероприятия. Что касается времени, у организаторов есть свои способы уведомить культиваторов, таких как мы, когда будет проводиться конвенция, а также о том, как войти в черное пространство. Согласно тому, что я слышал, разным культиваторам будут предоставлены разные приглашения, и у меня есть несколько путей, по которым я могу заранее узнать некоторую информацию, поскольку я неоднократно бывал на этой конвенции. «Если ты действительно хочешь пойти, то я могу взять тебя с собой», — сказал даосский мастер Тысячи Костей. «Тогда я буду заранее благодарен тебе, брат», — согласился Хань Ли с улыбкой после короткой паузы.